Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня 12 марта, среда. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. И начинаем с главной темы выпуска. Йеменские хуситы заявили, что возобновляют свои нападения на любые израильские суда, которые нарушают запрет группировки на проход через Красное и Аравийские моря и Аденский залив. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сари сказал, цитирую, «Будут атакованными все израильские суда, которые попытаются обойти запрет на передвижение в указанных районах. Свои атаки хуситы обещают продолжать до тех пор, пока не возобновится поставка гуманитарной помощи в сектор Газа». СМИ сообщают, что именно Хамас обратился к хуситам с просьбой возобновить активные действия, цитирую, по морской блокаде Израиля. В Израиле же готовятся к тому, что этот ультиматум означает и возможное возобновление ракетных залпов с территории Йемена по территории еврейского государства. Израиль поддерживает тесную координацию с Центральным командованием США на случай такого развития событий и рассчитывает на более жесткий ответ Вашингтона по сравнению с мерами, предпринятыми при администрации Байдена. Напомню, что администрация президента Дональда Трампа объявила хуситов террористической организацией и ввела санкции против их лидеров. С 2023 года хуситы совершили сотни атак на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе, а также нападали на американских военнослужащих, защищающих свободу судоходства и наших союзников в регионе. Хуситы уже давно пользуются поддержкой Ирана. Известно, что иранские спецслужбы по разным каналам переправляют в Йемен различные вооружения. Поставляются не только готовые изделия, но и компоненты для сборки. Согласно зарубежным сообщениям, наиболее совершенные и дальнобойные ракетные комплексы хуситов имеют именно иранское происхождение. Импортные ракеты доставляются в страну по морю в разобранном виде. Компетенции местных предприятий достаточно, чтобы собирать изделия и готовить их к применению. Общественная телерадиокомпания Израиля Кан-11 в выпуске «Хадашот» сообщила, цитирую, «В Израиле опасаются удара сотнями дронов или баллистических ракет из Йемена после угроз со стороны проиранских повстанцев-хуситов. Несмотря на эти меры, Израиль не изменил инструкции для гражданского населения. Командование тыла не вводило дополнительных ограничений». Но учитывая напряженную ситуацию, многие граждане нашей страны, у тех, у кого дома есть мамат, комната безопасности, снова закрыли металлические ставни, поскольку во время сирены это будет сделать быстро очень сложно. Мы призываем быть бдительными и слушать указания командования тыла. Вся же оперативная информация в нашем телеграм-канале. Ссылка на телеграм-канал Радио Мария в первом закрепленном комментарии под этим видео. А мы продолжаем. Главные новости Израиля. Ну а им хуситы не страшны. Четвертую ночь подряд в центре страны, в Тель-Авиве, возле штаб-квартиры армии обороны Израиля, продолжается протест против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также за освобождение израильских заложников из сектора Газы. Участники акции живут в палатках. На израильский Майдан подвозят пищу, воду, напитки, туалетные принадлежности, газовые мини-плиты, одеяла и подушки. По информации издания «Гарес», палаточный протест возглавляет Эйнав Зангаукер, мать похищенного заложника Матана Зангаукера и одна из лидеров движения семей заложников. Цитирую, «Мы требуем от государства и правительства у лиц, принимающих решения, чтобы в список в следующей сделке были включены все заложники. Только соглашение, которое вернет всех, сможет спасти заложников», продолжает Зангаукер. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху превратил моего сына Матана и остальных заложников в фигуры на своей политической шахматной доске. Как может быть, чтобы президент США Дональд Трамп переживал о пленных больше, чем премьер-министр Израиля, манипулируя, завершает Эйнав Зангаукер.
В это же время специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Витков прибыл уже в Катар, чтобы присоединиться к непрямым переговорам между Израилем и Хамас, которые направлены на продление текущего режима прекращения огня в секторе Газа. Сегодня же Витков встретится с премьер-министром Катара. Израиль же надеется, что США смогут выдвинуть предложение о продлении режима прекращения огня примерно на 2 месяца, в течение которого Хамас освободит немедленно около половины живых заложников. Хамас пока отклоняет это предложение, настаивая на том, чтобы стороны придерживались рамок, согласованных еще в январе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу объявил, что подает в суд на своего бывшего министра обороны Моше Аялона за комментарии, в которых Аялон предположил, что премьер-министр Израиля получал деньги от Катара на фоне расследования связи между Дохой и несколькими чиновниками, работающими в канцелярии премьер-министра. В интервью радиостанции «Кан» Аялон предположил, что в документах разведки Эмиратов имеется, цитирую, «недоказанная разведывательная информация, свидетельствующая о том, что премьер-министр Биньямин Нетаньягу также получил $15 миллионов в 2012 году, а в 2018 году получил $50 миллионов от Катара». Нетаньягу же в видеоответе, размещенном в социальных сетях, обвинил Аялона в распространении, цитирую, «гнусной лжи» и предупредил, что он решил больше не молчать. Нетаньягу говорит, что комментарии Аялона являются частью более широкой кампании угроз против него и его семьи, и что это не помешает ему продолжать принимать правильные решения ради безопасности нашей страны. Бывший же министр обороны Моше Аялон говорит, что решение премьер-министра Биньямина Нетаньягу подать на него в суд за утверждение о получении им денег от Катара свидетельствует о том, что премьер-министр, цитирую, «чувствует давление из-за расследований связи между Катаром и членом канцелярии премьер-министра». Начальник Генштаба армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир посетил авиабазу Неватим вместе с командующим ВВС Израиля генерал-майором Томером Баром. По словам военных, Замир был проинформирован о деятельности ВВС Израиля во время войны, а также об уроках, извлеченных из расследования нападения Хамас 7 октября 2023 года. Цитирую: «У нас превосходные военно-воздушные силы, основу которых составляют превосходные солдаты и командиры, а также выдающийся командующий ВВС, который привел ВВС Израиля к колоссальным достижениям», говорится в заявлении Эяля Замира. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар открыл в Министерстве иностранных дел медиа-военный центр для мониторинга и реагирования на антиизраильскую активность на интернет-платформах, сообщает офис Саара. В оперативном центре работают дипломаты и студенты, специализирующиеся на международных коммуникациях. Центр будет ежедневно отслеживать около 250 новостных каналов и около 10 тысяч новостных сообщений, которые связаны с Израилем. Также будет выявлять ложные или предвзятые сообщения и действовать оперативно, направляя израильских и произраильских представителей для опровержения обвинений и предоставления израильской точки зрения. Об этом сообщает МИД Израиля. Если же вы обнаружили подстрекательский контент в адрес еврейского государства или правительства Израиля, сообщите об этом в нашу редакцию. Имейл сейчас на ваших экранах. efir@radionaria.com. В это же время 10 руководителей израильских колледжей последовали примеру ректоров университетов и заявили, что также начнут масштабные акции протеста, если правительство уволит юридического советника Гали Барав-Миару. Их письмо появилось после того, как президенты 8 исследовательских университетов Израиля предупредили, что в их учреждениях объявят забастовку, если правительство Нетаньягу уволит Гали Барав-Миару. Напомню, что ранее министр юстиции Ярив Левин начал длительный процесс отстранения от должности Гали Барав-Миары, обвинив ее в политизации своего офиса и неоднократном противодействии воле правительства.
Президенты колледжей утверждают, что план Левина представляет, цитирую, «значительную и фундаментальную угрозу верховенству закона в Израиле, а также статуса Израиля как либеральной демократии». Конец цитаты. После того, как пассажиры во время полета рейса Air Canada обнаружили, что Израиль был удален с интерактивной карты на борту и переименован в палестинские территории, канадский национальный авиаперевозчик заявил, что это изменение является, цитирую, результатом проблемы с отображением. Авиакомпания Air Canada получила уведомление о проблеме с отображением интерактивной карты, говорится в сообщении. Эта проблема затронула и других операторов, использующих ту же систему. Мы работаем со сторонним поставщиком над решением проблемы. Конец цитаты. То, как выглядела карта Израиля во время полета канадской авиакомпании, вы можете сейчас увидеть на своих экранах видеоверсии наших новостей на YouTube-канале «Радио Нария». Как вы считаете, наши слушатели, это случайность или же спланированная провокация против еврейского государства? Свои мысли оставляйте в комментариях под этим видео. Там и пообщаемся. На радио Нария продолжаем главные новости Израиля. Завершено расследование в отношении 79-летнего Леонида Ротштейна, о котором мы уже рассказывали ранее в наших выпусках. Леонид – пенсионер-мошенник, который обманывал русскоговорящих и украиноговорящих граждан. Дедушка Леонид был соучастником мошеннической сети. Общая сумма украденного – 500 тысяч шекелей. Банда 79-летнего Леонида работала по всей стране и по старой схеме. Звонили пенсионерам и предлагали помочь с решением технических проблем с интернетом. Для этого нужно было загрузить некую программу на свой телефон. После загрузки этой программы мошенники получали доступ к мобильному телефону и данным пенсионера. Если же через телефон не удавалось получить доступ к счету, то мошенники звонили снова, но уже представлялись сотрудниками банка или полиции. Для решения новой проблемы Леонид уже лично приезжал домой к пенсионерам и просил их передать ему кредитные карты, а также наличные деньги для тщательного расследования. Уже выявлено 35 пострадавших, каждый из которых потерял от 3000 до 80 тысяч шекелей. Сейчас на своих экранах вы видите эксклюзивные кадры, предоставленные пресс-службой полиции Израиля. На видео показано, как Ротштейн снимает наличные деньги в банкоматах, пользуясь кредитными карточками пострадавших. При этом в полиции комментируют, что Ротштейн получал инструкции по мобильному телефону, то есть им кто-то руководил. Дедушка-мошенник остаток своей жизни проведет в тюрьме. Напоминаем, что появился фейковый канал новостей Израиля. Канал каждый день публикует фейки и использует обложки своих видео, которые очень напоминают обложки Радио Нария. Внимание! На фейковом канале на обложке видео не указано, что это Радио Нария. На оригинальном YouTube-канале Радио Нария на обложке видео есть информация, что это Радио Нария. Также и наш канал называется Радио Нария. Не смотрите фейки и ложь. Ну а фейковые каналы в ближайшее время будут заблокированы. Каждый из вас уже сейчас может поддержать Радио Нария. Сделать это очень просто. Подпишитесь на наш YouTube-канал. Нажмите на кнопку «Подписаться». Также нажмите под этим видео на палец вверх, если видео вам понравилось. Или же на палец вниз, если видео не понравилось. Оставьте свой комментарий. Также благодарность и нашим спонсорам. Их имена сейчас на ваших экранах. Израильская служба новостей желает вам хорошего дня. Уже завтра, 13 марта, в четверг, в 6 часов утра по Иерусалиму, мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. До встречи.